Добрый день! Сегодня с вами снова я. Меня зовут Ольга Провензева, и мы продолжаем наш ликбез по криптовалютам. Я продолжаю рубрику «Что такое криптовалюты от А до Я?» Буквально пособие для чайников. Итак, продолжаем. Второе видео плейлиста. Сегодня тема нашего видео – криптовалюта, биткоин, альткоины, стейблкоины, монеты и токены. То есть то, что вы, возможно, слышали про криптовалюту, но никак не можете понять, чем же они отличаются. Итак, для начала давайте мы с вами договоримся о понятиях, точнее, о тех понятиях, которые существуют в криптовалюте. Что же это такое? Вот самыми простыми словами. Итак, криптовалюта – это цифровые деньги, которые существуют только в интернете. Они не печатаются, как обычные деньги, и не принадлежат банку. Люди могут отправлять и получать их напрямую, как если бы передавали монетки, но вот только через компьютер или телефон. Вот так работает криптовалюта. И самая известная криптовалюта – это биткоин. Про него обычно слышали все. Причем все, кто даже ничего не знает про криптовалюту. Биткоин – главная, но не единственная криптовалюта в мире. Давайте разбираться в том, какие бывают криптовалюты, сколько их разновидностей и чем они отличаются друг от друга. Если вы хотите узнать подробнее, как и почему появился биткоин, то рекомендую посмотреть мое видео на этом канале «Криптовалюта. Что это такое? История денег». Так называется видео в плейлисте «Криптовалюта от А до Я». Ссылка на это видео будет в описании к этому видео. Ну что, поехали? Итак, биткоин. Смотрим на экран. Перед вами тот самый легендарный сайт, где, собственно говоря, когда-то впервые в истории человечества появилась информация о биткоине. Сайт, где была опубликована white paper биткоина. Биткоин – это специальные цифровые деньги, которые есть только в интернете. Их нельзя подержать в руках. Как бумажные купюры или монеты, люди могут отправлять биткоины друг другу, как если бы передавали деньги, но без банка. Помните, что я только что сказала? Прямо через компьютеры и свои телефоны. Биткоинов не бывает бесконечно много, поэтому они ценятся как золото. Главная ценность биткоина – это его ограниченная эмиссия. Максимальное количество биткоинов, которое может существовать, это всего 21 миллион. Оригинальный white paper биткоина, написанный Сатоши Накамото, сейчас на вашем экране, ссылка на него, и вот он опубликован на официальном сайте bitcoin.org. Bitcoin – a peer-to-peer electronic cash system. Этот документ объясняет причины работы биткоина, включая систему блокчейна, механизм подтверждения транзакций и даже защиту от двойных расходов. Вот таким образом. Итак, биткоин – это главная криптовалюта. И какое-то время она действительно была единственной. Поэтому, когда стали появляться другие криптовалюты, их стали называть альтернативными, то есть другие, буквально. Коин в слове биткоин означает монета, значит, и все остальные криптовалюты тоже начали называть коинами, монетами, только альтернативными, другими по отношению к биткоину. Отсюда и название альткоины. То есть все, что не биткоин, все это альткоины. Вот здесь, я надеюсь, все понятно. Все, что не биткоин, все альткоины. Но со временем появились и другие криптовалюты. Точнее, не криптовалюты, понятия в криптовалютах: стейблкоины, монеты и токены. Так чем же они отличаются друг от друга? Вот этим мы сейчас и попробуем заняться, определить. Начнем со стейблкоинов.
Итак, поехали. Стейблкоины. Что это такое? Попробуем разобраться в этом для начала. Итак, стейблкоины. Внимание на экран. Перед вами один из крупнейших аналитических сайтов по криптовалютам, и я открыла его на разделе стейблкоинов. И вот сейчас посмотрите, пожалуйста, какое их множество. Вот, собственно говоря, сейчас я буду скроллить вниз. Вот он сайт, он называется CoinGecko. И мы скроллим вниз. И, пожалуйста, смотрим. Tether USDT, USDC, USDS. Дальше Ethena, USDS, DAI, First Digital USDT, Usual USDT, проект Usual. Ну, понимаете, какое их невероятное количество. Если мы, условно говоря, немножечко помотаем еще больше вниз, даже боюсь себе представить, вот я туда вниз. Видите, это 1904, это еще не финал. Давайте еще промотаем вот туда, вот на третью страницу. Оба. Ну тут уже, наконец, финал. Их какое-то невероятное множество, их, я не знаю, там несколько тысяч. Весь вопрос в том, нужно ли вам все их запоминать. Вот на этом сайте, ну на этом, на другом вообще, просто стоит ли их держать вообще у себя в голове, вот это невероятное количество стейблкоинов. Вообще не надо, нет. Нам главное сейчас понять, что это такое. Стейблкоины в переводе с английского монет. Стейблкоины – это специальные криптовалюты, которые всегда стоят примерно столько же, сколько обычные деньги, например, доллар или евро. Да, евро тоже есть криптоевро. В отличие от биткоина, который может сильно меняться в цене, стейблкоины стабильно держатся на одном уровне. Это очень удобно для быстрых переводов и хранения денег в криптовалюте без риска больших потерь. Так вот, давайте примеры самых популярных стейблкоинов. USDT, Tether, USDC, USD Coin, DAI. USDT самый распространенный, привязан к доллару, USDC тоже привязан к доллару, выпускается компания Circle, DAI децентрализованный стейблкоин и работает на блокчейне Ethereum. И они используются на биржах, для торговли на биржах, переводов без банков и даже для оплаты товаров и услуг. Такая опция тоже существует. Теперь буквально быстренько по каждому из них. Не по каждому из списка, по основным главам, чтобы закрепить понимание. Итак, Tether, USDT. Так пишется этот стейблкоин. Мы с вами на сайте USDT Tether. Это самый популярный стейблкоин, привязанный к доллару США в соотношении 1:1. Он был создан американской компанией Tether Limited в 2014 году и используется для быстрых переводов, торговли на криптобиржах и хранения средств без сильных колебаний курса. Привязка 1 USDT равен 1 доллар. Использование, защита от волатильности, переводы и трейдинг. Tether утверждает, что каждый USDT обеспечен реальными долларовыми резервами, которые хранятся в банках США. И теперь следующий стейблкоин, который нам очень интересен, это USDC. Давайте с вами перекинемся на другой сайт. Он у меня здесь сохранен. Вот он. Это сайт компании Circle, выпускающий USDC. Это стейблкоин, также привязанный к доллару США. 1 USDC равен 1 доллару, разработанный в 2018 году американскими компаниями Circle и Coinbase в рамках консорциума Center. Привязка 1
USDC равен $1. Главное отличие от USDT – USDC считается более прозрачным, так как регулярно проходят аудиты, подтверждающие наличие долларовых резервов. Поэтому USDC очень активно используется в DeFi, децентрализованных финансах, на криптобиржах и для международных переводов. И еще один стейблкоин, который я бы хотела вам показать, это DAI. Очень интересный, так называемый, вот здесь его сайт, мы с вами на сайте DAI, и это так называемый особый стейблкоин, который всегда стоит примерно $1, но его вообще никто не контролирует. Если USDT и USDC выпускают компании, то DAI работает на блокчейне Ethereum и управляется умными контрактами, смарт-контрактами, а не людьми. Вместо долларов в банке его цена держится за счет других криптовалют, которые люди кладут в специальную систему. Это делает DAI децентрализованным, никто не может его заморозить или отключить. Он популярен в мире криптовалют, особенно среди тех, кто ценит независимость и прозрачность. Итак, мы с вами разобрались со стейблкоинами и теперь движемся дальше. Давайте попробуем разобраться с другими понятиями, которые фигурируют в криптовалюте, а это монеты и токены. Чем же они отличаются друг от друга? Монеты и токены – это два вида криптовалют. У них разное назначение. Монеты – это самостоятельные цифровые деньги, у которых есть свой блокчейн. У биткоина биткоин – это монета. Они работают как обычные деньги, их можно отправлять, получать или хранить. Примеры: биткоин, эthereum, солана. А токены – это цифровые активы, которые существуют внутри других блокчейнов и иногда говорят поверх других блокчейнов. У них нет своей сети, и они работают на уже существующих блокчейнах. Например, на эфириуме. Токены могут быть стейблкоинами. Вы удивитесь, но USDT стейблкоин, да, USDC стейблкоин, коин в конце. Но они это не монеты. Это токены, которые напечатаны в разных блокчейнах. Токены могут быть стейблкоинами, цифровыми акциями или даже билетами на мероприятия. Представляете? Так вот, давайте еще более упростим и приведем очень простое, просто топорное сравнение, но оно мне очень нравится. Смотрите, самое простое отличие. Например, монеты – это как доллар или евро. Свои деньги в своей стране. Да? В каждой стране есть свои деньги. В Америке доллар, в Европе евро, где-то еще там какие-то тугрики, рубли, неважно. Это монеты, вот они как доллар или евро, свои деньги в своей стране. А вот токены – это как бы подарочная карта в магазине той или иной страны. То есть она работает только внутри определенной системы. Вот если у вас подарочная карта на сеть каких-то магазинов в Америке, вам вряд ли удастся реализовать и что-то получить на эту подарочную карту где-нибудь не в Америке. Окей? Это понятно? Движемся дальше. Так, коль скоро мы заговорили о монетах, давайте закончим эту тему. Внимание на экран. Перед вами самая знаменитая монета, самый знаменитый коин – биткоин. Самая первая и самая ценная криптовалюта. Биткоин был создан, как вы помните, в 2009 году таинственным человеком или группой под псевдонимом Сатоши Накамото. Это первая децентрализованная цифровая валюта, которую называют цифровым золотом. Биткоин используется как средство сбережения и для международных переводов без банка. Следующий момент. Переключаемся, и следующая криптовалюта, и перед вами, соответственно, эфириум, эthereum.
Следующая монета, следующий коин, монета для смарт-контрактов. Эфириум – это не просто криптовалюта, это целая платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений dApps. Благодаря эфириуму появились NFT, DeFi и тысячи различных блокчейн-проектов. Движемся дальше. Еще одну монету посмотрим. Эта монета называется Litecoin. Одна из самых старых криптовалют. Litecoin называют цифровым серебром. Эта монета создана в 2011 году Чарли Ли. Litecoin – это более быстрая версия биткоина. Комиссии здесь ниже, а транзакции проходят быстрее. Поэтому Litecoin иногда используют для покупок и платежей. А теперь давайте посмотрим еще одну очень интересную монету. Вы, скорее всего, о ней не слышали, но мне хочется ее вам показать для того, чтобы вы понимали. Вот видите ее график, как она сильно сейчас просела. Она вообще стоила сколько-то там, приличное количество, поменьше, да? Эта монета называется Monero. Или, соответственно, XMR в тикере, да? Так вот, что это за монета? Это самая анонимная криптовалюта. В отличие от биткоина, где все транзакции прозрачны, Monero скрывает отправителя, получателя и сумму перевода. Это делает ее любимым выбором для тех, кто ценит полную приватность. Ну и, наконец, еще одну монету, которую я покажу сегодня, это Solana. Про нее обычно многие слышали. И Solana – это сверхбыстрая монета для Web3. Solana – это одна из самых быстрых блокчейн-сетей, способная обрабатывать десятки тысяч транзакций в секунду. Благодаря низким комиссиям и высокой скорости Solana часто называют конкурентом эфириума. Все эти монеты играют важную роль в криптомире, и каждая из них решает свою задачу. Итак, с монетами мы разобрались. Движемся дальше. Мы только что с вами разобрались с коинами, с монетами. Монеты и токены. Помните? Сейчас мы с вами... И что такое токены? Мы теперь тоже знаем. Просто давайте приведем примеры нескольких токенов. Их, конечно, еще больше, чем стейблкоинов. Мы не будем даже, и это не наша задача, сейчас разбираться со всеми. Я просто покажу вам несколько примеров токенов и расскажу, за что каждый из них отвечает. Итак, в первую очередь, давайте посмотрим вот на этот токен. Это токен Uni, токен децентрализованной биржи Uniswap. Этот токен принадлежит платформе Uniswap, которая позволяет обменивать криптовалюту без посредников. Владельцами Uni могут быть, кто угодно. Вы можете купить эту монету и станете владельцем. Вот владельцы могут голосовать за изменения на платформе. Это один из самых известных DeFi токенов. Еще один токен, весьма любопытный и весьма такой непростой. Только посмотрите на его график, как он укатался вообще. Да, видите, здесь, как он падает, как он вообще летит вниз. И это тоже опасность токенов. Они могут вот так лететь вниз. И я вам показываю сейчас токен API. API Coin называется громко, но это токен. Причем токен для фанатов NFT, картинок таких. И этот токен связан с Bored Ape Yacht Club, популярной коллекцией NFT обезьян. Ape используется в метавселенной, играх и для получения эксклюзивного доступа к мероприятиям. Ну что, давайте следующий токен посмотрим. Еще один. Называется он Mana. Сейчас я вам его покажу. Здесь открою. Вот. Mana Decentraland. Land, да, ключевое слово. Decentraland. Так вот, Mana – это токен виртуального мира. Mana – это внутри игровая валюта метавселенной Decentraland. С его помощью можно покупать виртуальную землю, строить здания, торговать предметами внутри игры. Вот такой токен тоже существует, имеет место быть. В реальном мире люди играют. Это индустрия, цифровая индустрия игр.
Это вполне себе полезный токен, я бы сказала. Следующий токен, который я вам покажу, это токен Maker или MKR. Что же он из себя представляет? Это токен управления стейблкоином DAI. Помните, мы с вами разбирали стейблкоин DAI? Этот токен принадлежит к проекту MakerDAO, и владельцы MKR могут принимать решения о развитии системы DAI, децентрализованного стейблкоина. Ну и еще один покажу, и на этом, наверное, остановимся. Это тоже один из старейших токенов, это Chainlink. Это токен оракулов. Этот токен используется на платформе Chainlink, системе, которая помогает смарт-контрактам получать данные из реального мира, например, курсы валют, погоду или спортивные результаты. Так вот, все эти токены имеют уникальные функции и активно используются в криптоиндустрии. Вот такими интересными могут быть токены. И мы с ними разобрались. Ну что, практически все. Собственно говоря, сегодня мы с вами разобрались в том, какие бывают криптовалюты. И даже во время наших с вами разговоров сегодня прозвучало, возможно, пока еще не совсем понятное слово «блокчейн». Я специально его упомянула, но ничего вам об этом не сказала. Об этом я сделаю следующее видео, а пока, надеюсь, все, что вы услышали или увидели, было полезным и интересным. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где всегда очень актуальная информация не просто про криптовалюту, а про заработки в DeFi экосистеме. Все ссылки, разумеется, будут под этим видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч!